Друзья, привет! Рад записать для вас сегодняшнее видео на тему обзор топ-аккаунта, на тему прокачка топ-советников. Короче, сегодня все только будет про топ, чего я вам желаю. Вы обязательно этого достигнете, только перед этим подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и поставьте комментарий. Итак, начнем сегодняшний обзор топ-аккаунта. Но пока вы видите у меня на экране мастер клинка, так как мы сегодня решили с ребятками поспорить, кто же наберет максимальное количество очков в клинках, зарубились на деньги, чисто символически по 100 рублей. Призовой фонд уже более 1000 рублей на сейчас. Ребятки активно играют, там правила простые. Ну, вы, я думаю, знаете, если вы подписаны на мой телеграм-канал, какие там условия. Но сегодняшний обзор все-таки я хочу сделать VIP, топ, супер, упер, мегатрупер аккаунта. Сейчас выберем какой. Это же мой сервер. Тут, конечно, что ж. На первом месте в Европе у нас Дух Султан. Он без альянса, без федерации. Возможно, он даже не играет. Не знаю, если вы знаете, отпишите в комментарии. Топ-2 это у нас сейчас Трататам, не знаю как. Знаете, тоже пишите, кто у нас. И Сикариус у нас топ-3 пока что. У нас топ-3 на сервере Европы. Вот мы его и возьмем и рассмотрим. Приятного просмотра, ребятки. Немного магии и шиномонтажа. И вот чудо. Мы на аккаунте топ-3 с сервера Европы. Сейчас посмотрим, что это за аккаунт, как он прокачан, какие у него преимущества, какие, возможно, есть недостачи, что он будет показывать в дальнейшем. Самое интересное, что я хочу посмотреть, это, конечно же, советники, наложницы, силу удара, количество талантов, количество умений. Мы видим, что данный аккаунт прокачан в топ по уровню Амели, конечно же, в атаку. На данный момент таланты Амели составляют 18340. Чуть попозже я покажу силу удара на примере крепости. Через пару минут начнется крепость, посмотрим, как она бьет. Вещи, доступные таланты еще в запасе есть. В этом аккаунте, я думаю, не на одно событие еще есть запаса. Это не предел у Амели, мы смотрим. 460 уровни не все. 455, 455, 5 звезд вообще первые уровни. То есть есть куда стремиться. Далее по уровню Телия, Каджасин, Юнус, Асия, Жанна, Янет, Амар, Ибрагим. По силе, конечно же, Амели 56 миллиардов. Далее идет Элиза. Элиза с гармонией, мифическими воинами. Далее идет по силе Да Винчи, я так понимаю, для арены прокачана. Айдина. Айдина, у нее связь и укрепление морального духа. Но отличие от Амели, Телии, у нее чуть по-другому идет. Сейчас попытаюсь посмотреть, показать и объяснить, как идет. Идет две ветки, да, вдохновение, гармония, влияние. В данном аккаунте прокачана правая ветка вдохновения. Вдохновение дает, улучшает политики, наука и культура. То есть это те показатели, вот эти. Потенциал. То есть разблокировано вдохновение. Улучшен потенциал получения на прогулках и посещении. И очки потенциала 12%. Далее прорыв. Но тут еще добавлено, после прорыва идет наследие гордости. Это получение наследника. Наследники очень нужны будет для школы. То есть в данном аккаунте Сикариус идет направлено, идет развитие на повышение, на получение топ ребенка для повышения в школе. Очень грамотно сделано. То есть по репутации ему смысла нет куда стремиться, а в школе получить дополнительный бонус к атаке — это достаточно интересная задумка. Левая же ветка у нас обычная гармония, культуру повышания, ничего интересного. Улучшив мораль, защиту 10%, такое себе бонус наследника. Да, и сделано так, что после наследия гордости получения придется ему поднимать достойное наследие. В разных оно
областях сделано. То есть сейчас покажу. Вот тут он сейчас поднимет наследие гордости, получит ребенка 80, который для школы пригодится. И потом придется ему поднимать достойное наследие, чтобы улучшить этого ребенка еще на некоторые проценты. Разработчики, конечно, хитро сделали, чтобы качать две ветки, но надо сначала справа. Ребятки, если у вас есть такой советник, я думаю, вы поняли, да, как его качать. Если у вас нет такого советника, приятного просмотра, ставьте лайк, продолжаем дальше. Потенциал воспитания. Ничего здесь нового нет. Те же приколы, что и в обычных Янет, Асии, Телии, Амире. Бонус партнера мы видим прокачан 1.1, следующий не прокачан даже. То есть не прокачивал еще опытом, при том, что поднял уровни максимально жемчугом. То есть готовится на репутацию. Репутацию подготовлена. 30 миллиардов опыта в запасе. Только на одну айдину, которая... Какой там 500 уровень? 400 с копейками. 405. То есть скачок в репутации будет колоссальный. Только с одной айдины. Далее Амар. Амар это советник, который получается за VIP. Его показывать, у него ничего в принципе нового нет. У него на данном аккаунте прокачка в проценты 576 уже в принципе к пределу подходит. Предел 600, напоминаю, Телия далее идет. Телия у нас очень красивая заставка, обратите внимание. Это значит, что было в укреплении морального духа взято 80-120 раз. Прокачана усиленная защита в правую сторону. При том, что левая сторона прорыв только на 2. Ну, я бы посоветовал, конечно, прорыв прокачивать Сикариусу. Ему дало бы еще дополнительную репутацию. Но он взял усиленную защиту на 89. Давайте посмотрим почему. Потому что дает 890%. Дало от количества усиления атрибутов тактики, культуры, науки, политики 890% плюс процент, который поднял в близкой защите и обаятельной защите. То бишь поднял на 2 миллиона репутацию. Если я не прав, ребятки, поправьте меня. Вот что я вижу, насколько была поднята репутация. Это на следующем уровне он получит плюс 2 миллиона. И вот столько, сколько он получил уже на 890 уровне. Это можно проверить, зайдя в общее. Информацию. Здесь мы можем посмотреть моральный потенциальный бонус. Моральный, вернее, бонус. 268 миллионов. Это, конечно, круто. Это цифры большие. Но все же мне, да простит меня Сикариус, не нравится реально прокачка в правую сторону усиления защиты. Не понимаю зачем. Не понимаю, что дало ему 200 миллионов репутации. Вообще не понимаю, не буду заострять на этом свое внимание. Я, допустим, качаю прорыв. Прорыв мне дает больше, чем 2 миллиона этих 200 миллионов репутации. Ну, каждому свое. По одежде. По одежду по умолчанию. Здесь же получен от Эли красивый наряд. Опасный талант, который дает дополнительные очки в академии. Далее на прокачке у нас Юнус. Тоже топ-советник за VIP. За покупку прокачан на проценты хорошие. С ним все ясно, все понятно. Ибрагима случайно нажал. Коперник VIP советник за покупку VIP. Не прокачанный. То есть тут он еще на низком старте ждет. При том, что у него таланты заполнены. То есть у Сикариуса хорошая подушечка, если что, не советую, конечно, с ним встречаться. А вы, ребятки, с ним вообще встречались в межсерверах, в рейтингах? Как? Продолжаем, берем Янет. Янет также усиленная защита прокачана на 1000%. Получаемые атрибуты увеличены на 1000%. При этом получено, ну здесь получше получено. 169 миллионов на 4, это практически 640 миллионов получено репутации дополнительной для Янет.
Как бы да, неплохо, но сколько же на это ушло жетонов? Это достаточно много. По партнерам. Партнеры партнерами. Просмотрим. 580. Тоже уже заканчивается на исходе. Подходит к концу Янет по прокачке. Но далее у нас Осия. Осия вообще только начато, да, недавно взято. Прокачано на максимальное родство. В родстве 5 партнеров. Шикарно. Шикарно. Интересно, сколько она дает. Осия дает не туда. Надо зайти вот сюда. Заходим в Осию, заходим в связь, заходим... Это что ж такое? Бонус партнера. Нажимаем информацию, и нам дает Осия, наложница, бонусом от родства 756 миллионов. Это очень-очень-очень много за одно посещение. Итого 810 миллионов. Вот тут всего. Вот она дает за родство. А вот ее базовый... Пардоньте. Ее базовый 54 и за родство 856 миллионов дает. Посмотрим, у кого родство у Осии. Скорее всего, у топовых. У Телии, которая дает 133 миллиона сразу. У Янет 59 миллион. Айдина. И Холли. Было бы интереснее, конечно, если бы связку Осию Амиру он бы связал. Вот посмотреть, как дает Осия Амира связь именно в укреплении морального духа в плане родства. Ребятки, как вы думаете, если связать Осию и Амиру в родстве и дать одной из них обаяние, пойдет ли плюс дополнительный опыт посещению наложницы ко второй? И будет ли он постоянный? Напишите в комментарии, что вы думаете по поводу родства Осии и Амиры. Как, на ваше мнение, они будут, если связать их. И через пару дней я опишу, как оно будет, так как все это уже расписано в Great Sultan Pro в программе. Продолжаем обзор аккаунта. Амиру мы просмотрели. Далее идет Джамур, Сейдия, Здемир, трататам. Пияли 1,3 миллиарда. Притом умение 21 миллион. Очень сильный. Пияли 1 миллиард удар. Далее по талантам. Коперник. Коперник у нас на низком старте, как я уже и говорил, ждет своего звездного времени. Амар вкачан нет, да, слова? Прокачан практически по максимуму. Телия также, скорее всего, прокачана по максимуму. Да, там уже есть, в принципе, есть куда играть. Меня интересуют новые советники, которые получил за имперский путь. Как они будут качаться? Это Холли, связь, укрепление морального духа. Тут только начато, потому что еще атрибуты, ну, это обычные атрибуты. Тут тоже, да, дети. То есть главный параметр, показатель этих советников с имперского пути — это рождение великих детей, которые там, или великолепные, они какие там по 80, которые. Интересные, конечно, советники, дальнейшая их прокачка. Артемис, понятно, не качанные. Асуф, ну, на 405 уровне даже самые минимальные. Кошмар. Просто кошмар. 70 советников всего. По умениям Телия на первом месте 10 миллиардов. Янет, Осия, Юнус, Амар, Жанна, Ибрагим, да Винчи, Омелли. Это мы просмотрели. Переходим мы в гарем. В гарем к партнерам. Партнеры по обаянию выставляем. Кто не знал, можно менять по умолчанию. Оно стоит по обаянию или по близости. Конечно, удобнее мне по обаянию. На первом месте Янет, 195 тысяч обаяния. На втором Телия, Хюрем, София, Коса. Неплохо у Янет.
обаяния, поэтому она столько и дает при посещении опыта. А что у нас ради интереса стоит на связку Амира Осия, связь по родству? По родству у нас Телия, а вторая Янет. Соответственно, можно сделать вывод, что когда добавлял в родство наложниц, сразу было несколько жетонов, потому что добавил сразу их несколько. Я бы, конечно, добавил только по очереди, по возрастанию, вернее, по уменьшению я добавил бы Янет, и потом уже далее. Но хозяин-барин тоже неплохо. Фронт начался. Как и говорил, давайте постреляем по пиратской крепости. 56 миллиардов удар. 83% крепость, стало 81. Ставлю на автобой. Если бы это был достаточно новый сервер, я думаю, уже 3 раза крепость была убитая такими ударами. Тем более на данном сервере играет и жена Сикариуса, также ник Сикариус вроде бы. Тоже аккаунт достаточно неплохой, но по репутации уступает. Ну, потому что в семье не могут быть два главных, правильно? Кто-то же должен уступать. Сейчас постараюсь показать также аккаунт. Ну, Сикариус бьет, Наташа бьет, Рахим бьют. Все бьют. Все бьют, и я бью, правильно? Интересный момент Академии. В Академии прокачано полностью до предела. 21 место для советников и 11 мест для посещения друзей. Кто не знает, Академия очень отлично дает опыт для дальнейшего повышения талантов. Места, которые для друзей внизу, они нужны для получения часов. Часы нужны для улучшения обучаемости, для продолжения обучаемости. Те, кто постоянно сидит в игре, эти часы как бы и не нужны. Далее интересный момент в этом аккаунте — это сбор ресурсов во дворце. Как мы видим, 13 миллиардов в 30 минут получают ресурсов. Забыл же сказать, почему 20% выход, плюс 20%. Первые 10% это за межсерверную битву, да, которую они выиграли и получили плюс 10. И плюс 10 еще за собаку, за эту маленькую. Не ротвейлер, а которая маленькая-маленькая за денежку. Сейчас я попытаюсь дойти в питомник и рассказать бонусы. То есть плюс 10% за битву, которую он тратит каждый раз, делает. И плюс 10 на постоянно за собаку. Ребята, которые говорили, вот, собака дорого. А она в чулане вот разыгрывалась недавно. Как же она, забыл? Тампермамбер, не тампермамбер. Маленькая такая. Придется все-таки зайти. Вот это. Терьер этот, интерьер. За терьера, который дает, раз его люди потратились на его покупку, но они теперь имеют постоянно доход вот такой. Это называется, почему богатые люди всегда богаты, потому что они правильно инвестируют. Эта покупка данной собаки была просто инвестиция в получение плюс 10% постоянно. Зачем игроку каждый месяц или каждый, сколько у нас битва, раз в 3 недели, да, межсерверно. Зачем ему каждые 3 недели тратиться на битвы, алмазы, деньги, время, если он купил раз собаку и получает то же самое, без битв, без участия, без нервов. И он спокойно может отдать кому-то битву другому альянсу, пускай они выигрывают, а себе просто иметь за этого собаку. То есть это мысли на будущее. Если вы что-то хотите такое себе, пожалуйста, покупайте в игре. Можете с помощью монет, можете с помощью по акциям, по скидкам. Всегда они у нас есть. В телеграм-канале особенно. И вы всегда будете в топе, ребятки. Переходим к самому интересному. Самое интересное — это питомник. Питомник и животные этого заповедника, этого зоопарка. Сейчас надо вот, интерьер сам отошел. Ниндзя, интерьер, кто у нас есть? Пёсель. Ну да, логично, пёсель. Кинг, король, табаки. Как оно не тянется даже. Они настолько гордые, что они даже тянуться не хотят. Псина. Норм-код. Ну, да, норм-код. Как бы были бабы, был бы. Ну, норм-баба. Просто норм-код.
Полный комплект. На все, что на данный момент доступно, все есть. По странствиям открыто все и бегут все. Все бегут. Выход огромный ресурсов. 258. 115 бонусы максимальные. В охоте. Мне интересно, как они бьют в охоте. Особенно мне интересно лев. Лев царь животных. Посмотрим, что он способен. Параметры льва настолько интересные, что он окружающих себя поднимает. Видите, те, кто рядом возле него, становятся сильнее. В команде 5, может быть только 5 питомцев. Вот он вокруг себя 4 питомцев поднимал, но после гибели одного питомца уже поднять, к сожалению, нельзя. Что, мы проиграем даже, да? Убили льва, все. Ну, тягать обезьяну не царское это дело. Давайте 142. Хочу не сюда, хочу льва попробовать. Но лев сам по себе, он как бы бесполезный. Его основная помощь это в команде, когда он работает в команде. Сам же по себе он, мы видим, ничего бы не представляет такого, чего бы не представляют другие питомцы. То есть каждый питомец имеет свою способность, свое какое-то направление. И только собрав полностью команду из тех, кто вам подойдет, вы сможете далеко пройти в лесной охоте и получить какие-то классные награды. Вот мы только что прошли, скинули, получается, льва, которого убили. Теперь мы сделаем все по грамотному. Льва надо спрятать. Льва надо прятать. Если мы его возьмем, бонуса нету, вернее поддержки. Льва надо прятать. Да, то есть надо играть и прятать, переводить. Завалили леву, шакалы. Зграйка шакалів. Давайте рассмотрим поближе царя. Лев, одетый полностью в амуницию, имеет уровень 250. При 250 уровне у него открыты 4 параметра. Львиная гордость может использовать базовую атаку для поражения нескольких врагов внутри радиуса действия. То есть вокруг себя он нескольких сразу же бьет. Радиус атаки у него 235. Вот где я вижу радиус атаки. Вокруг этого радиуса атаки 235 клеточек там или кто они. Он наносит поражение при использовании вот этого бонуса львиная гордость. Царь зверей не улучшена до предела, она на 1 уровне. После того, как питомец вступает в бой, в течение 5 секунд ваши питомцы получают 20% к атаке. То есть первые пару секунд, 5 секунд вернее, получают все плюс 20%. При повышении будет это процент повышаться и время бонуса повышаться. Далее устрашающая грива. Это снижается атака у врага на 20% на 3 секунды, когда ваш питомец использует базовую атаку своими умениями. То есть, если царь зверей у нас первые 5 секунд только в бой, то устрашающая грива по мере накопления этих там каких-то условных, я не знаю как их назвать, ну короче оно периодически действует. Боевой рев во время атаки есть шанс 10% активировать рев и нанести 30% от урона от атаки. То есть чем сильнее урон, тем при активации боевого рева будет больше удар. Интересная штука. Также мне интересно вам показать терьера. Этих 10%, которые я говорил. Терьер. Вот это уровень сбора золота плюс 10%. И при повышении будет повышаться уровень сбора золота, уровень сбора зерна и уровень сбора солдат. Обалденная штука. То есть при поднятии терьера, сбивает мне этот интерьер, при поднятии терьера будет соответственно повышаться уровень дохода ресурсов. То есть игрок себя обеспечил на хорошую перспективу получения топ ресурсов.
что ему позволит в дальнейшем активно играть, качаться и развиваться. Ресурсы, как вы понимаете, солдаты, золото нужны. Возможно, уже не так активно, как в начальных параметрах игры, но я думаю, в дальнейшем разработчики что-то добавят. Котяра у нас дает атаку, ХП, вернее, дает 30%, ничего интересного. Остальные собаки вы видели, наверное, скорее всего. Их не хочу показывать, ничего нету. Интересно, это король лев и этот собак малой. Интерьер. Вот такая вот беда у Сикариуса. Вернее, ну ничего себе не беда. Красота. Аккаунт достаточно сильный, аккаунт перспективный. Я думаю, в ближайшие пару месяцев здесь мы увидим изменения в названии, потому что отрыв между вторым и третьим вообще минимальный, там даже не надо рассматривать. До первого места также не сильно много, я думаю, пару событий, еще один кружок имперского пути и все будет в шоколаде. Хотя я слышал, что Сикариус на этом аккаунте пропускает 5-й имперский путь. Почему? Да потому что в наградах тут есть одежда для одного советника, которую просят другие люди, а вернее жена Сикариуса. Что не сделаешь для жены, называется. Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события на этом аккаунте. Если вам понравится это видео и будет много положительных отзывов, я постараюсь записать еще какой-нибудь обзор на такой же аккаунт, либо на этот же продолжение. Возможно, у вас остались интересные вопросы по мере, что есть такого, чего нету ни у кого на этом аккаунте. Можно по умолчанию, по качеству. Задавайте, постараемся ответить. Аккаунт очень перспективный, очень классный, играть интересно. Что, крепость не могут, да, сами добить? Я думаю, видео достаточно длинное вышло, но я постарался рассказать и описать все, что увидел. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Прокомментируйте. Ребята, прошу по-человечески не утрировать на порядок, сколько потрачено. Вы, когда смотрите на Мазерати, вы же не говорите, сколько она потрачено. Вы смотрите только на состояние, на качество, на класс. Затраты — это уже человеческий фактор. Может человек себе позволить? Пожалуйста. Если нет, ну, нет, значит нет. Так что к этому относитесь попроще. Неинтересно мне бить крепость. Крепость вообще событие такое себе. Давно пора его менять. Всем хорошего вечера, хорошего дня, хорошего утра, когда у вас там происходит это все. Всем пока-пока.